Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать, как найти в интернете информацию и сохранить результаты поиска на своем компьютере. В фильме «Что надо знать о сети интернет» я уже рассказывала о том, что интернет– это большое количество компьютеров, соединенных между собой проводами. На каждом компьютере хранится большое количество информации. Некоторые компьютеры, сервера, разрешают доступ к своей информации. Они устроены так, чтобы к ним могли обращаться с запросами другие компьютеры. Поиск информации выполняет специальная программа «Поисковик». Поисковик выполняет поиск в специальных таблицах. Эти таблицы содержат слово или группу слов и адрес компьютера в сети, на котором размещена информация с этими словами. Обычный человек, пользователь, имеет обычный домашний компьютер или смартфон. Если человек хочет найти что-нибудь в сети интернет, конечно, его компьютер должен быть подключен к сети. Но этого недостаточно. На компьютере должна быть установлена специальная программа, которая дает доступ человеку и компьютеру к интернет-ресурсам. Эта программа называется браузер. Браузер– это наш проводник в сети интернет. Первые программы этого типа так и назывались– проводник, например, Internet Explorer. Позже слово «проводник» закрепилось за программами, дающими доступ ко внутренним хранилищам данных компьютера. А программы для доступа к данным в интернет-сети стали называть браузерами. От английского слова «browse» – «просматривать». Сейчас есть много программ браузеров от разных производителей. Самые известные браузеры– это Chrome, Яндекс, Firefox, Rambler. Мы будем пользоваться браузером Яндекс. Рассмотрим, как выполняется поиск информации в интернете при помощи браузера Яндекс. Запускаем программу Яндекс Браузер на своем компьютере. Двойным щелчком левой кнопки мыши по картинке программы. Открывается окно программы. На самом видном месте в центре экрана размещена строка поиска. Справа от нее кнопка «Найти». В строке поиска вводим текст, слово или группу слов, содержащих запрос. Интернет– это наш собеседник, который все знает. Как и к любому собеседнику, мы обращаемся к нему с вопросом. Если в живой речи наш вопрос должен содержать еще много служебных слов, то для поиска в интернете лучше говорить меньше слов, а именно ключевые слова. Например, если к человеку мы обращаемся с вопросом «Куда можно сдать старый монитор?», то вопрос к интернету может быть примерно таким: «Сдать монитор на утилизацию». Введем запрос. Нажимаем на кнопку «Найти». Браузер открывает новую вкладку с результатами поиска. Это значит, что наша программа браузер обратилась к программе поисковик и доставила на наш компьютер результаты работы поисковика. Как вы помните, я говорила, что поисковик выполняет поиск по огромным таблицам, которые содержат искомые слова и адреса компьютеров в сети, хранящих тексты с искомыми словами. На многих компьютерах могут быть эти слова «сдать монитор на утилизацию». Поэтому результатом поиска является не один конкретный ответ на вопрос, а большое количество ответов. Поэтому на вкладке результатов поиска мы видим сообщение «Нашлось 11 миллионов результатов». А дальше последовательно размещены результаты поиска в отдельных блоках. Каждый блок содержит адрес сайта и выдержку текста с искомыми словами. В самых верхних блоках результатов поиска часто содержится рекламная информация, появление которой на этом месте оплачено. Это сайты интернет-магазинов и сайты платных услуг. Следом идут блоки с текстом, наиболее точно совпадающим с искомым. Вверху списка содержатся самые популярные сайты, то есть такие, ответы которых нравятся большому количеству людей. Поэтому имеет смысл начать изучение результатов поиска с верхних блоков. Очень часто информации, опубликованной в блоке на странице результатов поиска, бывает недостаточно.
Чтобы получить развернутую полную информацию, надо перейти на сайт. Для этого устанавливаем курсор на адрес сайта. Видим, что курсор принял форму указательного пальца. Нажимаем курсором на адрес. На следующей вкладке браузера открывается сайт. Адрес сайта мы увидим в адресной строке. На странице сайта надо найти интересующую нас информацию, читая и анализируя текст. Мы как бы открыли журнал или книгу на определенной странице и сами находим по смыслу необходимую нам информацию в массиве данных, содержащихся на странице. Одна страница сайта обычно не умещается на экране полностью. Можно перемещать экран по странице при помощи мыши. Для этого надо нажать курсором на скользящий элемент управления, ползунок, расположенный на правой стороне окна, и перемещать этот элемент вверх или вниз экрана движением мыши на столе. Можно также перемещать экран при помощи специального колесика мыши. У многих мышей есть такое колесико. Если анализ информации показывает, что это не то, что мы искали, закрываем вкладку сайта. Возвращаемся на вкладку с результатами поиска. Таким же точно способом рассматриваем следующий сайт. Если ни один из результатов поиска на первой странице не оказался нам полезным, мы можем перейти к другой странице. Номера страниц расположены в нижней части страницы результатов. Чтобы тратить меньше времени на просмотр сайтов, содержащих неподходящую информацию, надо постараться таким образом сформулировать запрос, чтобы ключевые слова были уникальными. Посмотрим, например, какими разными будут результаты поиска при разных запросах. Допустим, мы хотим найти в интернете учебные фильмы нашего обучающего курса компьютерной грамотности. Введем запрос «Фильмы о компьютерной грамотности». Получим 12 миллионов ответов. Где-то среди этих ответов находятся адреса фильмов, но чтобы их найти, надо пересмотреть очень много страниц. Если запрос будет составлен таким образом: «Ш. ЭКГ видео», знакомые фильмы мы увидим уже на первом экране первой страницы результатов поиска из 19 миллионов результатов.